Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Благодарю вас за обратную связь, за ваши комментарии. Очень приятно. Конечно, без негативных комментариев никак, но бывает. Итак, сегодня предлагаю посмотреть на такую тему по просьбе одной из подписчиц. Что будет он делать, если, предположим, вы его простите и снова с ним соединитесь, да, с вашим мужчиной. Что он будет делать, как относиться к вам, да? Посмотрим. И также напоминаю, что для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp либо в Instagram. Как можно будет со мной связаться, я укажу свои ссылки, свои контакты в описании к этому видео. А также для тех, кто хочет помочь в развитии канала и также выразить свою благодарность, я укажу ссылку на свой донат. Итак, давайте приступим. Сначала представьте своего мужчину, да, и посмотрим характеристику. Ваш ли это вообще партнер? Кто ваш мужчина? Какой он мужчина вообще? Так, мужчина здесь такой, да, когда от него требуют, а именно касательно требуют, да, вложиться, либо понести ответственность, да, в отношения. Мужчина от этого убегает, относится очень легко к этому, инфантильно, ему плевать вообще. Здесь, скорее всего, мужчина либо состоит на данный период времени в браке, либо был в браке, но и вообще... Мужчина здесь любит приходить в отношения, да, и учить женщин. Он всегда прав. Причем, что самое интересное, да, когда вы будете зеркалить его, он будет постоянно вас принуждать к ответственности, но сам благополучно из этого убегать. Помимо этого, еще добавлю, что на данный период времени этот мужчина, с этим мужчиной у вас могут отношения обнулились, да, обнулиться могли. Мужчина здесь не несет никакой ответственности касательно, предположим, если он вам должен вернуть долг, могут быть алименты здесь. Здесь мужчина к этому очень как-то легко относится и, скорее всего, на данный период времени он убегает именно касательно от материальной ответственности. Вот здесь такой типаж. Какой еще этот мужчина? Так, какой-то мужчина. Вообще сам по себе, конечно, он такой энергичный, да. Мужчина, скорее всего, очень яркий, сексапильный, такой, знаете, как, скорее еще добавлю... Ну вот, если бы вы его увидели бы, да, в жизни, если бы вы не были бы знакомы, да, мужчина, он вызывает к себе интерес. Мужчина общительный. Помимо этого, он может как-то помогать людям. Но, добавлю одно но, если только это ему будет выгодно. Почему? Потому что здесь мужчина, скорее всего, очень эгоистичный, чересчур, да, эгоцентрик. Помимо этого, скорее всего, еще добавлю, что мужчина состоит на данный период времени в треугольнике, либо постоянно создает треугольники. Вот здесь такое есть. Да, здесь такое есть. Мужчина тот, который разбивает сердца своим женщинам, соответственно, может по поводу вас. Этот мужчина вас мог оболгать, предать, поступить как последняя свинья с вами, да. Мужчина тот, который разбил вам сердце. Еще интересно, что же он сделал. Да, здесь показывает то, что здесь мужчина, скорее всего, вас не выбрал, а выбрал другую женщину. Это могла быть любовница, может быть, не знаю, там, может быть, женщина та, которая, может, мать его, понимаете, постоянно ему на мозги капала, но он благополучно к этой женщине ушел. Понимаете, тем самым вас оставил, скорее всего, здесь с депрессией, здесь вообще, может, кстати, у кого-то были суицидальные мысли, да. Ну, он поступил по отношению к вам очень инфантильно, ему было плевать, да. Как он еще с вами поступил, интересно? Как он поступил еще с вами? Так, мужчинка здесь выбрал легкий путь. Мужчина, все проблемы, которые были совместны у вас, да, ваши обязанности, но, скорее всего, здесь, я так понимаю, в ваших отношениях более такой вот ответственной женщиной были вы. Почему? Потому что он убегает от этого. Соответственно, он на вас все обязанности кинул. Да, помимо этого еще вскрылась какая-то здесь правда, однозначно то, что вы узнали о том, что здесь помимо вас еще кто-то есть. Мужчина здесь колебается, понимаете? Вот так вот. И еще могу добавить, что, скорее всего, у вас отношения здесь кармические. Пришел, ушел, независимо, проживали вы с ним или нет. Ну, сложные отношения здесь. Так, как он еще вас, интересно, оставил? С чем оставил? Так, здесь мужчина конкретно... Еще добавлю. Есть такое здесь, что, скорее всего, кто верит в это, на мужчину было оказано магическое влияние.
Мужчину там привязали, причем очень хорошо, постарались, ой-ой-ой. Соблазн был, да, который, причем очень мог легко, вот знаете, как на эмоциях, вот в один день взять и сказать, да пошла ты, у меня там красивая, меня ждет молодая, ну не знаю, если там, предположим, да, любовница. Соответственно, там был секс офигенный, если это любовница, да, заманили его так, могли быть большие деньги, почему он ведется же, не знаю, может какой-то бизнес, который приносит огромные деньги, вот тебе говорят, на тебе светлое будущее, зачем тебе она для тебя, понимаете, здесь кто? Ну, как ноша, понимаете, а здесь появилась такая женщина, которая говорит, может быть, мать ему сказала, зачем тебе она нужна, сыночек, слушай меня, понимаете, то, что говорит, то, что если ты ее оставишь, у тебя будут такие перспективы, ну и придурок поверил в это. Хорошо, и что дальше? Что еще с вами? Что с вами, что с вами? Ну, здесь мужчинка оказался любовный треугольничек. Вы, извините, скажу как есть, вы та были девушка, женщина, да, любила, которая его... Но между вами появилась, вот смотрите, между вами была все-таки любовь. Несмотря на то, что он придурок или нет, он все равно к вам испытывал чувства. До тех пор, пока не вязалась вот эта мадам. А здесь мадам, конкретно я, она ухоженная, она знает себе цену. А вы-то что, вы-то чувства хотели. Вы хотели, чтобы мужчинка к вам серьезно относился, а этот люблю, не люблю, понимаете как? Но скажу как есть, в союзе интереснее была вот эта дама. Почему? Потому что посмотрите, какая вы здесь сидите и какая она. Это на тот период времени. У нее все есть, может быть, машина, квартира, все ни в чем не нуждается, он же придурок, он ничего не может предложить. Поманила его, иди сюда, я тебе дам все, а вот вы сидите и страдаете, понимаете? А зачем ему такая нужна, которая тащится по нему? Ну, это я просто, извините, не оскорбляю вас, а просто с его стороны. Он любит выгоду. Понимаете? Даже несмотря, если вы там, не знаю, просто встречались или что, но мужчина однозначно здесь выбирает выгоду. Где будет ему более комфортно, и попочка, где будет сидеть ровно. Понимаете, ни в чем не нуждаться. Он для себя решил, что этот вариант более... Давайте посмотрим окончательно. Что же напоследок он о себе... Что напоследок он оставил? Что же... Все, от вас отстранился, вы ему стали не нужны, мужчина на вас злится. Помимо этого, я вам скажу, здесь мужчинка поверил в себя, вы что? Ну тут же мадам появилась, понимаете как? Все, здесь стратег, помимо этого, оставил, скорее всего, вас в такой жизненной ситуации, да, когда вам сложно было. Вы в жертвенной ситуации остались. Вы жертва, конкретно жертва, пострадали от этого мужчины. Причем он, извините, давайте будем смотреть, как говорится, правде в лицо. Он все это сделал намеренно. Намеренно, хладнокровно, поверьте мне, он о вас на тот период времени не думал. Он решил для себя, и ему было чихать. Понимаете, почему? Потому что есть вот эта мадам. Вот так вот здесь. И между вами ваша ситуация зависла. Понимаете? Продвижения нет. Разошлись, и все. Тишина. Вот так вот. Еще что ты сделал с этой женщиной, которая смотрит этот расклад? Вот посмотрите. Кстати, эта ситуация кого-то довела до развода здесь однозначно. Мужчинка мог сам спровоцировать этот развод, да? Он начал, может быть, кого-то начал пугать разводом. Здесь однозначно он был уверен в том, это для тех, кто разводится, либо развелся. Понимаете, он настолько был в себе уверен, то, что он вас уничтожит, либо даже если вы просто были в отношениях, да, он на все 100% был уверен в том, то, что он поступает с вами правильно для него. Понимаете, все, вы ему не нужны были. Это были все его манипуляции. Он себя чувствовал королем. Смотрите по своей ситуации, но здесь выходит так, то, что мужчина здесь конкретно за счет вас самоутвердился, утер нос вам, не знаю, может, еще вас оговорил где-то. Ему было чихать. Дети есть кто, плевать. Услышьте. Хорошо. У кого-то, кстати, бракоразводный процесс на данный период времени идет. Такое тоже не исключаю, да? Короче, здесь мужчина мог подставить вас. Ему вот все, что хотите, да, измена. Потом еще, кстати, добавлю, что во всем были виноваты вы. Это вы довели ситуацию. Но не забывайте, что это была его манипуляция. Окей, что ты еще сделал? Что ты еще сделал? Что ты еще сделал? Кстати, он от вас сразу же отстранился. Знаете как? Почему? Ну, кто хочет вспоминать
то дерьмишко, которое он наделал с вами. Понимаете, вы ему стали не нужны. Почему? У него здесь пьянки, гулянки, женщина другая, которая на него смотрит здесь. Понимаете? Он сразу себя почувствовал королем. Королем. Тройнички, там у него, ох, как весело было. Еще что-то сделал. Ну, здесь в оконцовке еще что добавлю. От вас отстранился, между вами расстояние. Женщина здесь тоже однозначно отстранилась. Ему плевать. И я вам скажу, он намеренно вас предавал. Изменял, предавал, но как-то он подло с вами поступил. Причем очень постарался, приложил очень много усилий. Почему? Корона давит молодому интересному. И он пошел шляться. Не знаю, ваш супруг, может быть, мужчина женат, вы были любовницей, вас поимел, как хотел, а потом, так как, если там супруга, да, денежная, он вас поимел и выкинул. Все. Если подошла характеристика этого мужчины и вообще ваша общая ситуация, да, с ним жизненная такая, то тогда будем смотреть дальше. Так, молодой интересный. Для чего ты появился, либо появишься в жизни той женщины, которую ты предал. Ну, или променял. Поступил, как последняя свинья. Для чего? Для чего тебе нужна эта женщина? Для чего появишься? Для чего? Так, кто за ним не побежал? Здесь мужчина, между прочим, кто-то из вас переехал. Кто-то из вас мог его вышвырнуть из дома, да? Мужчинка просто не ожидал, что вы к нему охладеете. Помимо этого, мужчина мог переехать в другой город, либо в другую страну, но почему-то там себя не нашел, одиночество какое-то, не тот результат. Так, для чего нужна тебе эта женщина? Женщина нужна. Для чего? Ну, для того, чтобы, ну, вы же добрая, вы должны понять его, понимаете? Ну, вы должны понять то, что он к вам придет и скажет: ну, прости меня за то дерьмо, что я тебе сделал, но ты же хорошая. Я просто не определился. Это был мой ошибочный выбор. Ну, пойми меня. Он почему? Он же думает, то, что вы дура, которая, когда были с ним вместе, вы же его искренне любили, и что и в этот раз поймете, что вы его до сих пор любите. Он рассчитывает на ваши чувства, что на ваше понимание. Понимаете? Хорошо. Для чего ты снова объявишься, либо объявился? Для чего? Для чего? Конкретно для тех, либо объявился, либо объявит. Так, для него все-таки он придет, причем решительно настроен здесь, да, разъяснить какую-то ситуацию между вами, да. Почему, скорее всего, мужчина все равно к вам как-то привязан, да. У него есть страхи относительно вас. Ну, вот как что-то прояснить здесь. А что ты хочешь прояснить этой женщине? Зачем ты возвращаешься? Что ты хочешь? Так, у кого там жизнь налаживается? У кого там на горизонте есть еще кто-то? Какой-то у вас есть мужчина параллельно, либо поклонник, либо тот мужчина, с которым вы на данный период времени. Он может, кстати, к вам приезжать, этот мужчина. И я вам скажу, для чего его цель. Для того, чтобы просто еще раз выпендриться, показать, чего я достиг. Посмотри на меня, я твой победитель. Я так понимаю, просто придет самоутвердиться. Но, когда он придет, имейте в виду, то, что мужчина здесь не уверен все равно, что вы его примете. И помимо того, добавлю, что у этого мужчины еще кто-то есть. Так что не надо думать то, что он пришел, все осознал, все, ты моя любовь и все. Нет, он придет с багажом. С багажом, либо там за спиной у него супруга будет, либо любовница и параллельно там еще кто-то. Вот так вот. Хорошо, когда ты придешь, что ты будешь говорить той женщине, которую ты предал? Что ты будешь говорить? Ох, ё-моё, скажет: пожалуйста, прости меня. Я изменился, либо я изменюсь. Я хочу вернуться в эти отношения. Но помимо этого, я вам скажу, характер его не изменился. Кем же остался он, придурком? А если вы еще не будете его принимать, посмотрите, злиться будет и поливать грязью. Хорошо, предположим, вы его простили. Вы его простили. Что он будет вытворять в ваших отношениях? Что он будет простили и... Что он будет делать в отношениях с вами? Смотрите, что-то будет не по его. Если вы начнете опять с него что-то требовать, конфликтовать, да, ревность проявлять, он тут же уйдет. Понимаете? Но и еще могу добавить, что здесь, конечно, что он попытается все равно через эти конфликты что-то построить, пойти в будущее, да, все с нуля начать. Ну, скажи еще, вот я тебя простила, да? Что ты еще будешь делать? Что ты будешь делать? Так. Все, что он вам говорит, можете просто закрывать уши,
потому что это будет полная чушь. Он опять, только скажете ему, что, ну вы же на данный период времени уже другая женщина, да, только какие-то проблемы, какая-то ответственность, да, что он понимает, что здесь нужно вкладываться, нужно впахивать здесь, как папа Карло, да, если тем более, если здесь семья, либо у вас какие-то серьезные отношения здесь, он тут же уйдет, тут же он конкретно убегает от ответственности. Хорошо, а если я тебя не приму, какова будет твоя реакция? Вот я не хочу тебя принимать в свою жизнь, я тебя послала. Какова будет твоя реакция? Вы конкретно посмотрите, вы ему разобьете сердце, посмотрите, вы стерва будете для него. Та, которая разрушила либо семью, что ты стерва здесь конкретно. Почему? Посмотрите, вы его видеть не хотите, он вам здесь и сердце разбил, и психику нарушил, и все. А теперь вы женщина серьезная, и он прекрасно понимает, что вы не подпустите больше к себе близко, и тем более в свою семью. Он вас предал, изменил вам. И не знаю, что еще там. Пострадали вы с ним ой-ой-ой здесь. Кого-то унижали, кого-то били, но женщина здесь настроена серьезно. И он прекрасно понимает. Ну, злиться будет, злиться. Да, сердце разобьете ему. Еще что ты будешь делать, если я тебя не приму? Что будешь делать? Что будешь делать? Во-первых, мужчина... Он будет вам пытаться, наоборот, мстить, если вы его не примете. Понимаете, здесь такой мужчина, который... ему плевать. Здесь завидовать будет вам однозначно, а здесь мужчина такой завистливый, может распускать снова слухи. Понимаете, всю грязь на вас сливать, чтобы у вас были проблемы. Понимаете? Вот он хочет, чтобы вам было по жизни тяжело. И чтобы вы в нем нуждались, понимаете? Чтобы как собака на привязи была. Чтобы, ну, тот стульчик, который, понимаете, отставил на время. Пошел погулял, а потом понадобился этот стульчик, пошел присел. Вот вы для него конкретно нужны. И еще могу добавить, что когда вы его наоборот отбрасываете, заметьте, у него жизнь, все идет наоборот. Вот здесь вот так вот, что у него без вас очень много проблем, со здоровьем проблем, не знаю, там какие-то дела, может быть, ввязался в такие дела, что жизнь бьет там ой-ой-ой. Вот так вот. Ну, однозначно, мстить вам будет. Здесь такой персонаж, псих какой-то, может быть, абьюзер, нарцисс, кто там, ненормальный. Что ты хочешь конкретно от той женщины, которая смотрит этот расклад? Скажи конкретно, что хочешь. Что хочешь. Так, давайте пацана зазывайте. Он хочет, чтобы вы постоянно по нему скучали, ностальгировали. И хватит усидеть там. Понимаете? Что-то с вашей стороны ничего нету. За пацаном не бежите. Он хочет, чтобы вы постоянно в нем нуждались, помощи просили. Если у вас есть дети, давайте с помощью детей просите помощи. Папочка, возвращайся домой. А вы этого не делаете, походу, если он этого хочет. Что ты еще от этой женщины хочешь? Что хочешь? Прекратите его осуждать. Не злитесь на него. Понимаете? Что он хочет? Если у вас на данный период времени, добавлю, если у вас идет бракоразводный процесс, он хочет, чтобы вы этот бракоразводный процесс приостановили, чтобы вы пацана удержали. Если бракоразводного процесса нет, давайте, девочки, перестаньте на него обижаться, пацана зазывайте. А он видит то, что вы сейчас в нем не нуждаетесь. Посмотрите, сама императрица сексуальная, какая яркая, сильная. Еще такая, знаете, может, вы в госструктурах работаете. Такое тоже не исключаю. Женщина сильная, кого хочешь, сама поставит на место. Ну, сильная такая, самодостаточная, да? Он хочет, чтобы вы за ним побегали, понимаете? Чтобы вы же сильная, а он придурок. Ну, иди домой, придурок мой, иди, зазывает, понимаете? Хочет, чтобы вы его там перед ним бегали. Ну, сейчас императрица будет за ним еще бегать. Что еще хочешь от своей императрицы? Что хочешь? Манипулировать хочет. Он конкретно хочет конкретно вами манипулировать. Ему не нравится, что у вас все благополучно, что вы сами уже стали настолько сильны, даже проявляете какие-то манипуляции. Он не хочет. Понимаете, на данный период времени он считает, что вы манипулируете им за все страдания, которые он вам причинил. Но придурок же, понимаете? Он сам, кстати, переживает, у него страхи есть относительно того. Еще добавлю, что у вас может быть появиться такой человек сильный. Смотрите, вы какая красотка. Это уже не та королева кубков, которая сидела, ныла, ждала своего принца. А здесь уже женщина в нем не нуждается, его это очень сильно бесит. Помимо этого, он считает для кого-то, что вы его, может, замагичили, что-то сделали с ним. Почему у него такая страсть к вам проснулась здесь?
Понимаете? И напоследок, что ты еще хочешь от этой женщины? Возвращаешься. Зачем все время? Зачем самоутвердиться? Все, он хочет, понимаете, показать, кто в доме хозяин. Сейчас-то вы женщина, ох, какая, да? Кстати, поздравляю вас, девочки, с этим. У кого-то есть дети, но вообще он хочет вашу красоту, вашу самодостаточность здесь конкретно затмить. Понимаете? Он видит то, что вы победитель. Чисто хочет самоутвердиться, он как с вами соревнуется. Понимаете? Вот так вот здесь. И еще могу добавить, что когда вы с ним рядом, просто заметьте, да, были с ним, или вообще когда вы есть в его окружении, либо он, да, в вашем, он сразу как-то начинает чересчур в себя верить. А без вас, походу, что-то там не то. Соответственно, мужчина, вы нужны мужчине. Почему? Потому что, когда вы с ним, у него дела идут в горы, ваша энергия его дополняет, да, он, мужчина, расцветает, соответственно, все самое жизненное у вас забирает, идет, пошляется, энергия там закончена, там же товар тухлый, и возвращается сюда. Понимаете? Он еще и помимо этого энергетический вампир. Так что, если вы думаете, что ваш мужчина изменился, он не изменился. Не надо верить в эти сказки, еще раз повторяюсь, да. Все равно кто-то живет надеждой, но это ваш выбор, конечно. Я уважаю любого человека, каждого мнения, да, у каждого свое мнение. Кто-то будет ждать его, но я вам посоветовал, не надо ждать. Занимайтесь своей личной жизнью. Все-таки вы женщина такая, которая верит в себя, да, и у вас все получится. Самое главное, не думайте негативно. Все, что не происходит в этой жизни, все к лучшему. Вот такой у нас сегодня был расклад. Для тех, кто хочет заказать личный расклад, пишите. Еще добавлю, что многие думают, что сейчас я нашла выход для граждан России, как можно будет оплатить мой расклад. Это через Киви кошелек. Так что обращайтесь, кому нужна будет помощь. Я очень рада, с кем резонируют мои расклады. Так что, девочки, не обольщайтесь, если он снова появится в вашей жизни. Поверьте мне, предал, еще раз предаст. Только вас высосет однозначно здесь, да. В уши вам зальет. Такие вот опять вас в иллюзии вгонит. А потом опять снова останетесь у разбитого корыта. А сейчас, на данный период времени, вы в свою жизнь его не впускаете, понимаете? Тем самым он сейчас на вас смотрит и просто любуется вами. Вы для него когда-то были просто королевой кубков, да? Посмотрите, мусор выбросили из своей жизни, стали императрицей, понимаете? Теперь вы затмеваете всех его женщин. Нужны именно вы, а вы та женщина, которая дает ему все. Вот так вот. И он все-таки в вас нуждается. Нуждается. А именно, вы, женщина, здесь мудрая, умная, вашими советами, вашей энергией. Здесь мужчина пустой. Пустой. Все, что он говорит, можно в мусорку выбросить. Так, может, там, знаете, на словах что-то сделаю, много будет обещаний, но ничего не будет выполнено. Не входите в иллюзии. Вот такой был у нас сегодня расклад. Как всегда, благодарю и скажу вам всем до скорой встречи.